И всем алоха, с вами как всегда Леха. Это последнее видео на канале в этом году. За это время в моих видео было очень много различных модификаций, поэтому настало время выбрать 10 лучших модов 2021 года. Я постарался добавить в топ наиболее новые моды, которые стали популярны в этом году. Данная подборка — это мое сугубо личное мнение, и оно может отличаться от вашего. Также очередность модов в списке не влияет ни на что. Перед началом попрошу подписаться на канал и поставить лайк. Готово? Тогда мы начинаем. Я часто просматриваю YouTube на новые идеи и недавно наткнулся на канал Фанварта. На нем вы найдете много видео по выживанию в Майнкрафт, как с интересными модификациями, так и без них. Кроме этого, Фанварт проходит и другие игры, например, Terraria или Standard Deep. Автор из ролика в ролик повышает их качество и интерес, находит новые сборки и интересные форматы. Видео выходят достаточно часто, поэтому, перейдя по ссылке в описании и подписавшись на канал, вы точно не заскучаете в ожидании контента. Давайте начнем с относительно нового мода Terralit. Да, в качестве датапака он уже был и в том году, но вот в качестве мода появился только в этом. На данный момент это уже вторая версия мода, так как он получил невероятный апгрейд с выходом Minecraft 1.18. Terralit полностью меняет генерацию мира, улучшая ее в несколько раз. Здесь проработано все. Биомы хорошо расположены рядом друг с другом. В генерации добавлено очень много префабов деревьев, камней и других мелочей. Также в создании биома используются блоки, которые в обычном Майнкрафте не генерируются в верхнем мире, типа чернита или полублоков, которые еще больше улучшают рельеф. Самих биомов в моде очень много, начиная от обычных лугов, заканчивая каньонами и вулканами. Кроме поверхности, Terralit улучшает генерацию пещер, добавляя новые и улучшая стандартные биомы. К слову, на днях закончилось голосование за лучший биом в моде, и победил вот этот замечательный биом – Yellowstone. Да, он и вправду хорош. А теперь посмотрите сами на эту генерацию без моей болтовни. К слову, это далеко не все, что планирует сделать разработчик мода с генерацией. Например, скоро, как только Mojang пофиксит баги с генератором мира, Terralit будет генерировать кастомные структуры по всему миру. Переходим ко второму моду на сегодня – Physics мод. Обзор этого мода уже был у меня на канале, но он обновляется очень часто, и в него уже добавили новые крутые штуки. В видео показана именно платная версия мода, ссылка на ее скачивание есть в описании, но если хорошо поискать на Reddit, то можно найти ее и бесплатно. Если в начале этот мод добавлял только красивое рассыпание блоков при их ломании, или, например, физичные тела или куски мобов после смерти, то позже в него добавили крутые физичные тканевые плащи и баннеры. Лианы, которые колышутся, когда их толкаешь. А вот так выглядят ламинарии в воде. Круто, да? Ну еще удочки и поводки стали реалистичными. А теперь в мод Physics автор добавил реалистичную воду, которая выглядит просто невероятно. Пока что это бета-версия физики воды, и чтобы ее получить, необходимо разбить определенные блоки, но все же это выглядит эффектно. Вот смотришь на все, что есть в этом моде, и не веришь, что это вообще Майнкрафт. Также вы сами можете настраивать множество вещей в модификации, например, количество и размер частиц, отключать разные модули и другие вещи. Это может понадобиться для оптимизации модификации. Почти все улучшения этого мода являются клиентскими, поэтому вы сможете с легкостью играть на серверах с этим модом. Относительно недавно для Майнкрафта появилось второе модовое ядро Fabric. На него активно разрабатываются крупные и небольшие модификации, так как оно достаточно удобное и есть хорошие гайды и вики. Но до недавнего времени на него нельзя было установить шейдеры, что для некоторых игроков было проблемой. Да, Optifine до сих пор не поддерживает ядро Fabric. Конечно, можно установить его с помощью мода OptiFabric, но по факту это костыль.
Поэтому для этого ядра был создан мод Iris, который поддерживает шейдеры для Optifine. Да, есть некоторые баги и несовместимости, но мод улучшается и довольно быстро. Кроме этого, он оптимизирует графическую часть игры, повышая FPS. А работает он в связке с модом Sodium, который полностью сконцентрирован на визуальной оптимизации игры. И он с этим справляется очень хорошо. В итоге, связка Iris и Sodium позволяет играть с большой прорисовкой и высоким FPS, и даже с шейдерами. Например, я не могу играть с прорисовкой 32 чанка с шейдерами Complementary с модом Optifine, а вот с Iris и Sodium это выходит, и даже с хорошими показателями FPS. Кроме этого, в Iris вы можете очень быстро переключаться между шейдерами, а также включать и выключать их прямо в игре. Сравнение этих модов есть в отдельном видео на канале. Единственный минус — это то, что нельзя настраивать шейдеры. Хотя это был минус до недавнего времени. На днях один крутой подписчик Тёма Пермяков скинул мне в группе ВКонтакте форк мода Iris, в котором реализована возможность настройки шейдеров, прямо как в Optifine. Ну, все, теперь точно можно сказать, что Optifine не нужен. А сейчас поговорим о втором моем любимом моде на генерацию верхнего мира, который установлен во всех моих сборках — TerraForged. Он так же, как и мод TerraLite, не добавляет новые блоки, а использует в генерации только тем, что уже есть в игре. В отличие от того же TerraLite, TerraForged создает реалистичную генерацию и делает это достаточно хорошо. Мир выглядит очень разнообразным за счет новых, качественных и больших биомов, поэтому играть надо с большой прорисовкой, а также множество префабов, деревьев, камней и других мелочей. Посмотрите на эти снежные склоны. Снег стелется тут небольшими слоями, что создает невероятно крутой эффект. Или вот реки, которые то сужаются, то расширяются и текут прямиком в океаны. Также, в отличие от TerraLite, генерацию в TerraForged можно настраивать перед созданием мира, выбрать расположение биомов, как будет выглядеть мир и другие опции. Разработчик мода является одним из разработчиков крутой модификации Conquest Reforged, которая добавляет очень много новых блоков и других вещей для строительства невероятных построек. Обзор есть на канале. Так вот, TerraForged создавался как генератор мира именно для Conquest Reforged. Уже сейчас есть мод, который заменит все деревья в мире на деревья из этого мода. Выглядит очень круто. Представьте, какие постройки с этими модами можно будет создавать, да и как это будет выглядеть все вместе. Кстати, TerraForged уже обновляется до версии 1.18. Пятый мод на сегодня — Dragon's Survival. На канале есть полноценный его обзор. К слову, его разрабатывает команда русских разработчиков, так что давайте поддержим и скачаем его по ссылке в описании. Начинайте игру вы как обычный человек, но накопив достаточно материалов и создав алтарь, вы сможете выбрать одного из 3 драконов на выбор. В будущем вы сможете превратиться в человека обратно, также с помощью алтаря. Но смысл? У каждого дракона есть свои плюсы, но также и минусы. Например, пещерный дракон может спокойно плавать в лаве, без каких-либо проблем, но вот в воду ему лучше не попадать. Также рацион у каждого дракона тоже разный. Тот же пещерный дракон должен питаться активированным углем или обугленным мясом, чтобы восстановить себе голод. У каждого дракона есть 3 стадии роста. Соответственно, как только вы стали драконом, вы на 1-й стадии. Вот такая вот кроха, которая может спокойно проходить в один блок, но чем больше уровень, тем больше вы становитесь. Вначале вы также появляетесь без крыльев. Чтобы их получить, направляйтесь в мир края и просто поговорите с драконом края. Он и даст вам крылья. И это далеко не все, что есть в моде. Я рассказал лишь о малой части. А с момента моего обзора мод почти полностью изменился. Добавились новые мобы, например, рыцари и принцесса, новые скиллы и много чего еще. Так что качайте и изучайте. А сейчас пойдет речь о моде, который меняет генерацию мира в крае. Я достаточно редко его добавлял в сборки и мало уделил внимания, о чем жалею, ведь Better End — невероятно красивая модификация, которая создает невероятно крутой и прекрасный мир из довольно скучного и однотипного. Мир края с ним похож на огромный неоновый лес с кучей растений и деревьев. Да, биомов тут и вправду много, и все они выглядят по-разному. Есть леса, а есть заброшенные пустынные земли, в которые заходить страшно. Кроме простого изменения генерации, мод добавляет новых мобов,
новые строительные блоки, а также новые предметы и механики. В общем, он меняет мир края очень сильно и в лучшую сторону, ведь обновлений этого мира уже давно не было. Ну и конечно, я не мог не рассказать о втором моде от тех же разработчиков – Better Nether. Как понятно из названия, обновляет ад. Чем-то он похож на Better End. Также создает из обычного мира невероятно красивый и разнообразный, с кучей новых и, что самое главное, красивых и временами страшных биомов, новые блоки. Опасные и нейтральные мобы также теперь будут в аду. Кроме этого, Better Nether добавляет свои руды, из которых можно крафтить предметы, новые структуры, как маленькие, так и большие. А еще данный мод хорошо сочетается с модом Amplified Nether от разработчика Terralit. Он увеличивает высоту ада до 256 блоков и добавляет поддержку 3D биомов, как в верхнем мире. Ну и сама генерация выглядит теперь просторнее. Тут даже есть свои горы. Ну, как вам? Лично я в полном восторге. А следующего мода у меня еще не было на обзоре ни разу, но я часто о нем слышал и, изучив его, понял, что он должен быть в списке. Epic Fight мод улучшит анимацию персонажа и некоторых мобов. Но это далеко не все, как может показаться на первый взгляд. Теперь боевка будет выглядеть совсем иначе. Вы сможете наносить разные атаки, сильные, с разбегом и обычные. Выглядит круто. Еще можно перекатываться и отпрыгивать во время боя. Посмотрите, насколько динамичнее и реалистичнее выглядит обычная драка игрока с монстрами. Да, как вы видите, улучшили не только игрока, но и монстров. Самый интересный — это Эндермен, он явно обучился кунг-фу. Также мод добавляет и пару новых видов оружия. Вот, например, двуручный меч. Выглядит устрашающе, да и типы атак у него свои. Также есть катана и парочку других. Но если вам окажется мало, то можете скачать любой совместимый с ним мод на новое оружие и броню. В своем топе я не мог не упомянуть о моде, который добавит данжи. Конечно, данный мод добавляет всего один данж, но он достаточно интересный. Castle in the Sky. Огромный и красивый замок, который висит в воздухе над океаном. Вы можете найти его случайно или с помощью специального камня, который продается у жителя. Самое интересное, что вы ничего не сможете ломать на острове, пока его защищает кристалл, который в свою очередь находится в конце огромного многоуровневого лабиринта в самом сердце замка. На то, чтобы его пройти, у вас может уйти много времени, но зато тут есть очень много крутого лута. После деактивации кристалла можете делать с островом все, что угодно. И последний мод, о котором пойдет речь, и вправду навел шуму в Майнкрафте из-за своих механик. Create. Да, он уже существует не первый год, но каждое его обновление сравнимо с обновлением Майнкрафта. К слову, сейчас он доступен уже на версии 1.18. Если коротко, то модификация добавляет множество различных механизмов. Механические руки, водные колеса, конвейеры и многие другие. Основная энергия в моде — это кинетическая энергия, которая передается через шестеренки и валы. Но что еще круче, это возможность создавать невероятные конструкции с помощью клея и поворотных площадок. Можно строить крутящиеся мельницы, выдвигающиеся мосты и целые дома. В принципе, границ у мода практически нет, поэтому на его основе даже создают паркур карты. А на этом все. Огромное спасибо всем, кто следил за моими видео в этом году. И я также очень рад видеть новых зрителей и подписчиков на своем канале. В следующем году ждите еще больше сборок, подборок модов, датапаков и других интересных роликов. Например, о том, как появились моды в Майнкрафт. Давайте поздравим друг друга с наступающим Новым годом прямо в комментариях. Я присоединяюсь к поздравлениям с наступающим или уже наступившим Новым годом. Желаю вам всем воплощать задуманное в жизнь, улыбаться и почаще и тратить личное время только на годный контент. С вами, как всегда, была Рамбо. До следующего ролика.